Всем привет! Ну что ж, я посмотрел аниме «Синяя тюрьма Blue Lock» и мне есть что сказать. Сразу, наверное, подчеркну, что аниме весьма неоднозначное. Оно сильно похоже на популярные в этом жанре другие аниме по типу баскетбола Куроко и волейбола, но при этом и сильно отличается по концепции от них. Общее, наверное, с волейболом и баскетболом у этого аниме лишь только жанр, это спорт. Остальное очень сильно отличается, начиная от развития и мотивации, заканчивая в принципе самим миром внутри аниме. Баскетбол и волейбол — это соревнования внутри школы, то есть заданы какие-то рамки. Это же произведение совсем другого масштаба, здесь берется не то что уровень страны, а даже мировой уровень, то есть охват в разы шире. Еще после просмотра баскетбола и волейбола остается недосказанность. Герои в конце выигрывают все возможные соревнования, а что потом с ними происходит, не ясно. Но тебе всегда интересно узнать, как там события дальше развиваются, как мир живет, что с ними происходит после окончания школы, пойдут ли они вообще в спорт и дальше по этой лестнице карьерной, или же пойдут на какие-то обыденные работы, то есть, тебе непонятно, тебе этого не ясно, потому что не сказали и не показали. Здесь же такое вряд ли будет, так как куда еще шире, чем мировой уровень. Тут не должно быть таких промахов и недомолвок, я на это надеюсь. Но, конечно, обо всем по порядку. В первой же серии нас закидывают в гущу событий. Идет игра, и если команда с главным героем победит, то они пройдут дальше и смогут выйти на национальный уровень. Национальный! С другой стороны, лошара! То есть замах уже с первых серий кажется высоким. Например, в том же волейболе или баскетболе национальные — это что-то невероятное и недостижимое, к чему надо прям прийти через труд и муки, и не без таланта, конечно же. А здесь сразу взяли высокую планку, тем самым повышая интерес, потому что подсознательно задаешься вопросом, а что будет потом, если они еще ненароком и выйдут на эти национальные. Ну и конечно, тут же нас сразу скидывают будто в бездну через эмоции главного героя. Во-первых, нам представляют команду соперника через нормального персонажа, которому также уделили основное внимание, что создает немного ощущения опасности и тревожности, так как, согласитесь, если в аниме, как правило, внимание достается непонятному серому и ничем не выделяющемуся герою, то с большой вероятностью у него это самое внимание быстро перехватит либо главный герой, либо внешние обстоятельства. Но, кстати, было бы интересно показать разрыв шаблона, но в аниме такое не случается, ну или бывает крайне редко. Занимательно то, что в этой же серии нам как бы показывают столкновение двух разных идеологий, две философии. Тяги! Один за всех и все за одного! Точно. Футбол. Играет 11 человек. Ведь футбол — это командная игра, и это действительно так. Но авторы этого аниме подошли с другой стороны. Позвольте спросить, что такое футбол? Это про совместную игру 11 человек? Про командные узы? Самопожертвование? Про игру ради товарищей? Вот именно поэтому футбол в нашей стране попросту жалок. Обычно как бывает, облом происходит как раз наоборот, когда игрок проявляется как чистый эгоист и не передает пас, тем самым не доверяя команде и в самый ответственный момент проигрывает, подводя ту самую команду. Но тут отошли от таких клише, и это приятно. Эгоизм, кстати, тут играет далеко не последнюю роль, и мы к этому вернемся чуть позже. Здесь наоборот, Исаги делает все по канонам командной игры. Он старается быть благоразумным и не забирает всю славу себе. Он доверяет сокоманднику, и тут происходит тот самый неприятный момент. Гола нет, но что еще хуже, мяч попадает к сопернику, который на последних секундах забивает еще очередной решающий гол, которым формально казнил оппонента. Мне очень понравилось начало, так как в первой же серии, и это, к слову, только первые минуты просмотра, я уже ощутил напряжение и сам не замечая того, как меня вовлекло в сюжет. Становится интересно, как будет действовать главный герой. И он реагирует относительно своих сокомандников очень опустошенно, так как он доверил по сути свой гол партнеру, и он верил в него до последнего, не сомневаясь. Сейчас сравняемся. Вот черт! Но тот оплошал. Потом их тренер толкает очередную посредственную речь о том, что ничего страшного, пусть это будет уроком, и все в таком духе. Как мы видим, все страдают, но на фоне массы Исаги видит настоящую картину и понимает суровость и несправедливость жизни. Он полностью отдает себе отчет в том, что они слабая команда, как оказалось, и теперь его очевидно съедают мысли. Он надламывается, и психологически очень сложно такое пережить нормально, и эти эмоции мы видим уже после, когда он все осознал.
осознал эту обиду и боль, и мы чувствуем через экран. Но иногда здесь бывает перебарщивают со спецэффектами. Родителям, кстати, как мы видим, немножко до фонаря на провал сына, но не суть. Ему приходит письмо, в котором говорится о том, что он был выбран. Выбран для чего, мы, конечно, пока не знаем по сюжету. Знаем только то, что это от ассоциации. В итоге он встречает там того парня, чьей команде они проиграли. Мы понимаем, что это какой-то сбор, и на сцену выходит он. Самый двинутый, но харизматичный психопат-учитель. Как-то так, наверное, его можно описать. Он представляется Эго и знакомится со всеми. То, конечно, как он представляется и вообще его внедрение в основной сюжет очень даже сделано интересно, и это вообще отдельная тема. Он объясняет всем, что они тут делают и зачем они нужны, и сразу он берет психологически доминирующую позицию, изначально принизив их как игроков. Даже от одной мысли, что будущее Японии в ваших руках, в петлю залезть хочется. И тем самым вызывает у них интерес. Но попутно он высмеивает их любимую игру и определяет ее довольно простыми понятиями. Футбол — это про то, чтобы набрать больше очков, чем противник. У кого больше очков, тот и лучший. Еще, кстати, заметил в нем небольшую особенность, которая мне понравилась. В целом его можно охарактеризовать как довольно грубого человека, который опускает некоторые этапы культурного общения. Но при этом в нем есть формальная вежливость, которая очень круто контрастирует с его образом. Сами гляньте. Оставшись последним героем, то вы станете лучшим в мире нападающим. На этом все. Рад знакомству. Ну да ладно, вернемся к обзору. Он говорит только на языке фактов, отбрасывая любезности и прочую формальщину, которая только мешает развитию. Ведь отрицание очевидного — лучший путь к провалу. В его словах находит отклик и главный герой. Он, конечно, поначалу старается точно так же отрицать это, но сути это не меняет. Забавно, конечно, еще и то, что японцы любят придавать пафосу везде. Где-то они с этим перебарщивают, но здесь вроде все хорошо. Таким образом, они стараются привлечь среднего зрителя, а не только тех, кто любит футбол. Истинные спортсмены, наверное, даже наоборот и не любят такие аниме, так как там отходят от реализма. Как, например, в баскетболе Куроко, где люди падают на ровном месте и исчезают на глазах. Но такие зрители и не нужны киноделам и аниматорам. Им нужен обычный зритель, которому интересна история, сюжет и теоретические аспекты. Справедливости ради стоит сказать, что в этом произведении не переходят сильно грань. Есть, конечно, сомнительные эпизоды с этими демонами внутри, но таким образом по большей части отображается именно натура игрока, его эгоизм именно что. Так что здесь, я думаю, можно быть снисходительными. Ну и Эго очень умело сыграл на чувствах подростков, тонко манипулируя на их мечте. Самым первым бросился Исаги, а затем уже и остальные, и далее только стадный инстинкт сработал. Вообще все это мне напомнило игру в кальмара. Они тоже где-то закрыты, как-то соревнуются и все пронумерованы. Очень ненативные сходства. Интересно видеть, как они уживаются друг с другом. И что было для меня прям удивлением, это то, как сразу выбил чуть ли не самый сильный там персонаж. Просто на ровном месте. Это было, конечно, круто. Я такого действительно не ожидал. И это сыграло однозначно в плюс. Снова разрыв шаблона. Герой, который с самого начала был представлен как один из лучших и по всем законам жанра должен был быть трудной ступенью для Исаги в будущем, вылетает на первом же проверочном соревновании. Здесь я точно понял, что от этого аниме можно ждать любых сюжетных поворотов. Что самое главное, все эти события происходят в рамках лишь только первой серии. Динамика, конечно, поначалу задана бешеная, оттого и смотреть интереснее. Понравилось еще то, что внутри этого мира поднимают общую проблему страны, что Япония очень средняя страна в плане игры в футбол, и вся эта суета нужна для достижения глобальной цели, а именно привести страну к Кубку мира. Очень, кстати, крутая задумка еще и с тем, что они собрали по сути одних только нападающих и пытаются из этого что-то слепить. И так идет повествование. Каждый из них хочет построить игру вокруг себя. А сама методика обучения — это вообще нонсенс. Очень все продумано, видно, что проект просто гигантский и стоит наверняка кучу денег. Было бы неплохо, кстати, раскрыть и финансовую часть сия мероприятия. Но могу сказать только, что Эго, конечно, жесткий психолог. Все по полочкам у него, действительно гениальный парень. Очень продуктивно и
и современно подошли к этой проблеме, и это отличный заход для того, чтобы сильно выделиться на фоне других популярных в этом жанре аниме, и у них, стоит сказать, получилось. В целом аниме довольно интересное и неплохое, много моментов, которые тебя держат в напряжении. Также есть твисты, которые устанавливают вектор сюжета в другом направлении от заданного поначалу. Я бы сказал, в противоположном от того, которое зритель построил себе изначально. И это интересно. Твист вообще довольно хороший прием, главное уметь его реализовать. В остальном тоже не дурно, рисовка приятная, все в духе современности, графика вполне хорошая, нет потери кадров или каких-то резких движений, картинка в общем довольно плавная и приятная. Что мне не совсем понравилось в этом произведении. Ну, например, тоже банальное предательство и последующее прощение и принятие этого игрока в команду. Зачем-то раскрыли его прошлое, якобы для того, чтобы мы его пожалели и подумали, какой он бедняжка, ему тоже было нелегко. Но я считаю, что раз уж авторы и начали разрывать клише и делать приятное, то не стоило останавливаться. Можно же было бы сделать так, чтобы предателя не приняли обратно, ведь по сути ты больше доверять-то ему не сможешь. И в их условиях это действительно проблема. Думаю, куда интереснее было бы, если он в итоге вылетел из Блюлока, прям вот сполна получил по заслугам, и только потом нам раскрыли бы его прошлое. Ну и желательно еще само прошлое сделать не таким скучным и заурядным, а более глубоким. Вот тогда бы получилось сделать то, что авторы поначалу хотели сделать. Тогда бы получилась неплохая драма и вызвали бы чувство сопереживания у зрителя. Конечно, понятно, что по сути он как единица был нужен для одинакового количества игроков на поле, но разве так не было бы еще более интересно, если накал страстей бы возрос, тем более учитывая, что они и планировали играть изначально сами без него. Ну да ладно, это конечно уже по большей части мои заморочки. По остальным моментам вроде все неплохо. Конечно же, есть тут и частички фан-сервиса, куда же без него. Но он как бы здесь уместен, его не шибко много, да и по-другому сейчас аниме не делают. Это же не уровень какого-нибудь Берсерка или ему похожих произведений. Могу сказать, что те из вас, кто не смотрел это аниме, то, во-первых, поздравляю, вы нахватались спойлеров. А во-вторых, все равно, если вы думали, стоит смотреть или нет, то да, определенно посмотрите. Если вам нравится волейбол или баскетбол, то и Блюлок понравится. Что касается персонажей, то интересных особо тут тоже ждать не стоит. Все подведены под определенный шаблон, причем не самый оригинальный. Да простят меня фанаты. Но зато само повествование и сюжет сделаны довольно интересно. В каждый этап любой из героев может вылететь, а ты не знаешь до конца, кто именно может выбыть. Насчет персонажей, кстати, наверное, все-таки скажу, что Эго прикольный, и это единственный такой контрастирующий герой, который мне запомнился. Хочу еще подметить момент с раскрытием некоторых героев, таких как, например, Чигири. Это был неплохой буст для команды, и, как оказалось, он очень даже талантлив. Всегда приятно видеть раскрытие персонажей и внятную мотивацию. А в случае с Чигири там все шло от обратного, по большей части, так как он как раз был напротив демотивирован. Но это все объяснили вполне нормально, и причинно-следственная связь здесь прослеживается. Что еще понравилось, так это цена за попытку стать лучшим. Фишка в том, что лучшим может быть только один единственный игрок, но те, кто на этом пути вылетят, больше не смогут играть за сборную Японии никогда, другими словами, похоронят карьеру. И это тоже добавляет интерес, ведь всегда любопытно смотреть на то, как рьяно люди отстаивают свои идеалы, дабы не лишиться всего. Ставки повышаются, события накаляются, и зритель вовлечен, и автор удовлетворен. А новичкам на моем канале могу посоветовать подписаться, ведь скоро подъедет вагон интересных обзоров, так что не пропустите.